Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Я сегодня хочу рассказать о своем прекрасном месяце на остров Самуи. Расскажу вам все честно и подробно. Сколько что стоит, где выгодно арендовать жилье, как перемещаться и свои ежедневные расходы. Давайте начнем с самого начала, с билетов. Я нашла хороший вариант из Бангкока туда-обратно. Обошелся мне 32 тысячи рублей. Но есть и другой вариант. Это паром. Это дольше, но дешевле. Путь займет примерно 12 часов. Сразу хочу рассказать про свое первое открытие в аэропорту. Многие рекомендуют брать Grab, но тут есть маленький нюанс. Чтобы вызвать Grab, вам придется пройтись 10-15 минут, покинуть территорию аэропорта, так как Grab не обслуживает территорию аэропорта. Есть другой вариант, это шаттл-трансфер, это дешевле, наверное. Они стоили, по-моему, 200 рублей, но я выбрала первый вариант, так как я обожаю создавать себе приключения. Теперь про жилье. Это отдельная история успеха, потому что я случайным образом узнала про телеграм-чаты для русскоговорящих. Это просто находка для путешественников. Если вы планируете посетить какую-то страну, то однозначно рекомендую подписаться на такие чаты, узнавать больше про ваш отель, узнавать, где выгодно обменять деньги. Короче, это просто находка. Таким образом, я нашла жилье за 45 тысяч рублей и до последнего переживала, но рискнула, потому что у меня не было опыта. Я постоянно бронирую либо через Booking, либо по туры, но это был первый опыт и классный. Расскажу подробно про виллу. Это просто рай. Я утром проснулась, была в восторге, потому что свой бассейн, огромная территория, много цветов, большая кухня и своя стиральная машина. По-особенному сейчас ценю это, потому что я сейчас нахожусь во Филиппинах, и нам приходится каждый день отправлять свои вещи в прачечную. Это дополнительные расходы, как вы знаете. Раз в неделю убираются, меняют полотенце, что очень удобно. Я арендовала байк через рекомендации менеджера жилья. Сначала брала на неделю, потом постоянно продлевала, потому что я не была уверена, что я смогу ездить. И мне обошелся дороже. Примерно 18 тысяч рублей. Если вы арендуете сразу на месяц, то обойдется намного дешевле. Мне там научили кататься на байке. Я через час объездила весь остров. Мне было страшно первые 10 минут. А потом через 10 минут я почувствовала байк и все, поехала. Расскажу про организацию питания. Я обычно завтракала дома, готовила себе омлет. Вкусно и недорого, как говорится. На обед я ездила на пляж, там купалась, загорала, пила коктейльчики и заодно обедала. Если пить коктейльчики, то выходило примерно 1000 рублей, 1200 рублей. Если без коктейля, то примерно 500 рублей. Самое классное в Таиланде, если вы покупаете коктейль, то вам не придется платить еще за шезлонги, как делать это во Вьетнаме. Важный момент про пляжи, они все бесплатные. Если вы хотите полежать на лежаках, вам достаточно купить коктейль. В Самуи есть 3 основных пляжа, это Ламай, Чивенг и Майна. Но я нашла свой идеальный вариант, это уединенный дикий пляж, я там постоянно проводила время, купалась, загорала, чистая водичка, хороший пляж. Если вам интересно, то я вам оставлю координаты внизу. Я была внизу, поднималась. Еще надо подниматься. Давайте расскажу немножко про пляжи. Пляж Чивенг – это такое место тусовочное, самое популярное место, много баров, ресторанов. На втором месте по популярности это пляж Ламай. Очень похож на Чивенга, много активности, много ресторанов. Третий пляж – это Майнам, это более такой спокойный, уединенный. Каждый пляж по-своему особенный. Пройдитесь, исследуйте, и вы найдете точно свой вариант. Из развлечений много интересного. Я каталась на сапе, стоило примерно 500-700 рублей, если не ошибаюсь, за 2 часа. Это был классный опыт, однозначно рекомендую. Открывается потрясающий вид, особенно на закат. Пробовала снорклинг, брала в аренду маску. Стоило примерно 200 рублей, если не ошибаюсь. Ездила на водопад, там очень красиво. Тоже было приключение, потому что я парковалась внизу и добралась пешком до самого водопада. Люблю жизнь. Она прекрасна. Было очень жарко, душно, еле добиралась, но оно того стоит. Ходила на массаж чуть ли не через день. Стоит на пляж 500-700 рублей, но самый дорогой обошелся мне 1500 рублей. Кофе я брала в 7-Eleven за 75 рублей за большой объем. Отдельное приключение это была поездка на соседний остров Панган. Это было спонтанно, потому что я утром вдруг решила поехать на остров Панган. Купила билет на паром, стоило 600 рублей.
в одну сторону. Нашла там жилье со скидкой за 6000 рублей за 2 ночи. Это был такой маленький отельчик, очень красивый, со своим пляжем, со своим тренажерным залом. Честно, я не ожидала за такие деньги найти такой хороший вариант. За 2 дня объездила весь остров, очень красиво. Классные дороги, такой молодежный вайб, потому что считается, что остров Самуи это про такое спокойствие. За 2 дня за питание потратила 3000 рублей. Знаете, когда возвращалась в Бангкок через месяц, я поняла одну важную вещь. Иногда нужно просто довериться своей интуиции, потому что это был месяц приключений, месяц волшебства. Постоянно путешествовала, но покупала туры, из-за этого особо не исследовала самостоятельно окрестности, страну. Что я хочу сказать? Иногда нужно просто довериться своей интуиции и сделать шаг в неизвестность. Я приехала без особого плана, но каждый день приносил что-то новое. Научилась ездить на байке, нашла любимое место, познакомилась с прекрасными людьми и, главное, поняла, что путешествовать самостоятельно не страшно. Да, бывают моменты неопределенности, но именно они делают путешествие особенным. Теперь я знаю, что я могу приехать в новое место и организовать свою жизнь. Поделитесь в комментариях, было ли у вас такое спонтанное путешествие, как вы решаете на что-то новое. Если у вас есть вопросы про остров Самуи, про остров Пханган, пишите мне, я вам всем помогу, чем смогу. Всех благодарю за просмотр, не забываем ставить лайки, подписываться. Всем пока-пока.